Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Прямо сейчас со мной на связи Денис Неведомский, адвокат и политик. Денис, приветствую вас. Здравствуйте, Александр. Добрый день, друзья. Понятно, мы поговорим о войне и мире, обменах, стамбульских треках, перспективах, ситуации на фронте, которая выглядит плачевно, но это всячески маскируют и скрывают от всех. Но потому что говорим мы с вами в такой день, предлагаю с него и начать. День Конституции Украины. Перед этим днем, буквально вот вчера вечером, это четко сделано, видно, что это ко дню Конституции Зеленским, он разблокировал работу Конституционного суда. Назначил судью, и там, получается, по количеству уже, в принципе, он может функционировать. До этого мы слышали о Конституционном суде, что Тупицкий восстановился, или там признал суд незаконным его отстранение. Это глава Конституционного суда в прошлом. В общем, такая достаточно тонкая история. Тонкий лед, я бы сказал. Разблокированный Конституционный суд при Зеленском ко дню Конституции. Как восприняли вы, как профессионал? Как насмешку над Конституцией. Потому что проблема-то в Конституционном суде не в количестве людей на самом деле. То есть у них то был кворум, то не было, но он не работал, как должен работать Конституционный суд. Роль Конституционного суда – это роль арбитра между обществом и государством. То есть это некая высшая институция, которая должна осуществлять контроль за соблюдением прежде всего Конституции и социального договора. Общество и власть договорились между собой жить по определенным правилам. Эти правила закреплены в Конституции. Эти правила также и заключены в негласном договоре, которым называют социальный договор. И тот факт, что разблокировали, назначив одного судью, на самом деле это так, скажем, насмешка над самим процессом. Конституция – документ, в котором фиксируются основные правила общежития, как между гражданами, так и между обществом и государством. В государстве, в котором не соблюдается Конституция, к которому относятся всегда в уничижительном тоне, который ставится на паузу, который пренебрегают, который нарушается высшими должностными лицами и самим гарантом, это не Конституция, это туалетная бумага. И, к сожалению, мы сейчас пришли к такому плачевному результату. Еще в 2019 году Зеленский допустил конституционный переворот, тем самым Тупицким организованным, в надежде на то, что этот человек будет легко управляемый и будет выполнять все задания. Фактически такие договоренности и были, но в какой-то момент одна из башен Банковой убедила Тупицкого принять решение по антикоррупционным законам, пообещав, что все будет тип-топ. И Тупицкий собрал большинство в Конституционном суде, они приняли такое решение. После этого его сделали, естественно, козлом отпущения, потому что перед западными партнерами, которые вбухали сюда в судебные реформы, реформу Конституционного суда, страшные деньги, стало неудобно, поэтому нашли козла отпущения, и Тупицкий идеально подходил на эту роль с его бэкграундом. То есть такое впечатление, что этот бэкграунд выплыл только вот в тот момент, когда были снесены антикоррупционные законы. Уничтожить Конституционный суд – это была первейшая задача власти Зеленского после 2019 года. Он специально провоцировал коррупционные скандалы, специально дискредитировал саму институцию, позволял внутренние разборки, перевороты, все это выносилось на публику. То есть какой гражданин пойдет к арбитру, который дискредитирован, который коррупционен, который не выполняет свою функцию, они превратили Конституционный суд в помойную яму. И кого туда теперь не назначь, просто очередной человек измажется в этих экскрементах. Вот такой печальный результат в День Конституции мы имеем. По поводу Дня Конституции еще один вопрос. Я считаю, он важный. А есть вообще шанс, что эта Конституция выживет после этой войны? Нет, абсолютно.
Конституция, которая не выполняется ни обществом, ни государством в первую очередь, а общество всегда отдает государству то, что получает от него, всегда взамен возвращает то, что государство ему дает. И Конституция, которая не выполняется, она не жизнеспособна. А Конституция – это несущая конструкция. В государстве, в которых нет правил, в которых живут по понятиям, причем понятия устанавливаются в зависимости от хотелок власти, такое государство не жизнеспособно. Эта конструкция разрушена. В том-то и беда. Почему мы говорим о необходимости, даже не то, что целесообразности, а необходимости переучреждения государства. Нам придется принимать новую конституцию, нам придется принимать новые формы, нам придется заключать новый социальный договор, нам придется вести дискуссию об устройстве общества прежде всего. Нам придется находить общий язык между всеми группами. Это очень будет трудоемкий процесс, но это процесс созидания. То, что мы сейчас наблюдаем, это процесс разрушения. И цепляться за конституцию, которая не работает, которую дискредитировала власть и которую не уважает народ, потому что она не защищает их права де-факто, смысла нет никакого. Нас ждут тяжелые процессы перестройства, переустройства. И единственное в этом процессе позитивного, что это процесс созидания. Сейчас Украина находится в процессе разрушения самой себя прежде всего. И все конструкции, все фундаменты, на которых зиждется государство, они разрушены. Единственный плюс, что тот процесс, который нам предстоит, он позитивный. Новую конституцию, наверное, напишут за рубежом. Вы согласны с этим утверждением? Абсолютно нет. Никто не даст нам избавления, ни царь, ни бог и ни герой. Да, помните? Вот. Никто никогда никому не приносил ни благополучия, ни развития, ни какие-то демократические процессы. То есть это все псевдодемократические процессы, это все псевдообразующие, потому что общество у нас было, гражданское общество у нас было заменено соросовским суррогатом. Управление эффективных менеджеров у нас заменено клановым управлением, плюс соросский суррогат, который при Порошенко стал обществом, при Зеленском стал властью. Это люди, которые фактически являются иностранными агентами. В таких странах, как США, действует закон об иностранных агентах. Здесь ничего антидемократического нет. Кто девушку танцует, соответственно, тот потом и получает все самое лучшее. И в этой ситуации нет исключений. Если у нас во всех напсоветах сидят иностранцы, причем от определенной политической силы, от одного политического направления. Это, скажем так, не аналог правительства национального спасения, интернационального спасения, назовем его, когда разные силы, которые хотят действительно пассионарно Украине помочь, собирают там какой-то хурал специалистов из разных политических сил, которые технократы. Вот, допустим, это еще как не безумно звучала бы эта идея, какой-то бы смысл, какую-то справедливость себе несло. А поскольку это четкие ставленники определенной политической силы, определенного политического международного направления, глобалистов, то, соответственно, говорить о том, что они добросовестны и желают добра именно Украине, не приходится. И мы, как бы красиво ни звучали бы лозунги, просто выглядываем в окно и видим результаты такой помощи. Страна находится на грани полного уничтожения, где деградирует все, начиная от образования, продолжая наукой, промышленностью, моралью. Ну, смотрите, Лесовой вышел, сказал, те, кто критикуют образование, у нас вообще образование номер 2, первое место, это, понятно, оборона, там, силы обороны, физической обороны, да, нашей, а образование на втором месте, реформа вообще мощная, реформа классная, а если кто-то там недоволен, то это он распространяет российские нарративы, потому что враг бьет по нашим решениям в образовании. И так вот, в принципе, везде. Если ты что-то говоришь против, это значит, ты вот это враг, противник, это все на руку Российской Федерации. Опять получается такая история, знаете, как вот вчера Труханов с этими активистами.
Ну, то есть выходят активисты, патриоты, говорят, снести Пушкина, русский язык, вот это все. Вот Путин сказал, Одесса русский город. Ну и Труханов там с матючком говорит, Одесса не русский город, что вы слушаете Путина. То есть везде мерещится Путин. Везде. Во всех вопросах, куда ни кинь, там везде клин, везде он. И на этом, наверное, вот смотрите, вот вы говорите о каких-то фундаментальных вещах, и, наверное, это очень правильно в День Конституции, потому что все-таки люди, которые относятся, ну, короче, к своему государству с уважением, да, они понимают, что это какой-то все-таки основополагающий документ, его надо чтить, его надо беречь, его надо защищать. Причем, если у нас каждый из нас президент, как говорил Зеленский, то каждый из нас должен беречь и Конституцию, получается так. Но выходит, что у нас Путин, государственно образующее звено фундаментальной вот этой украинской идеологии. Слушайте, вообще какой-то маразм и парадокс. Понимаете, находясь в стратегии политического развития невозможно ничего создать. То есть я обратил давно внимание, что пропаганда действует следующим образом. Все какие-либо здравые мысли, которые не согласуются с центральной линией партии, они почему-то соответствуют кремлевским или, как сказать, российским нарративам. То есть вот так сложилось, что там, где здравая мысль, почему-то это всегда российский нарратив. Ну, тогда, наверное, это правильный нарратив. Потому что то, что несут чиновники украинские, это слушать невозможно. Вы разрушили науку, вы разрушили образование. Я уже не говорю про гражданский мир какой-то в стране. И вы рассказываете о том, что все, кто это критикует, это кремлевский нарратив. Такое впечатление, что не было бы Путина, не было бы нынешней Украины. То есть все меряется по России. То есть вы не создали такой государственный проект, который сам бы по себе был самодостаточным. То есть есть смысл в национальном проекте, если он самодостаточный. Если в нем справедливый социальный договор, если в нем учтены интересы разных групп, если в нем человек получает максимальные возможности для развития, для построения своего личного человеческого счастья, если человек чувствует себя в безопасности, назовите как угодно, на каком языке пусть угодно разговаривает, если человек чувствует себя внутренне комфортно в этом государстве, значит этот проект успешный. А у вас все анти. Вы говорите и меряете все по России, все по Путину. То есть все, что хорошо России, это значит плохо Украине. Но так не бывает. У людей, у них другая страна. У них свои цели, у них свое целеполагание. А вы меряете все по ним. И вы говорите не о том, как Украине хорошо, а вы говорите, чтобы там было плохо. Вот если там плохо, то Украине хорошо. На этом невозможно построить ничего успешного. Денис, по поводу Путина. Он вышел с рядом заявлений. Понятно, все хватают то, что выгодно. Ну, вот, например, Bloomberg описывает выступление, в Минске, пресс-подход, да, то есть в Минске евроазиатское сотрудничество, да, там страны, они, собственно, рассматривали один из ключевых вопросов геостратегических, это, конечно, свободная торговля с Ираном, который пережил 12-дневную, войну. Как пережил? Переживает, потому что еще отголоски доносятся и сейчас. И там Трамп говорит, будем еще бить, Хаминии, как крестный отец, да, ты закончил со мной войну, но закончил без уважения, что значит ты победил, я знаю вообще, где ты сидел, и в бункер бы прилетели ракеты, но я не дал ни своим вооруженным силам, ни Израилю тебя уничтожить. В общем, идет вот эта такая рефлексия, да, вот этого всего произошедшего, и, наверное, там отголоски этих событий мы еще увидим, но вроде как, если брать экономическую составляющую, все на рельсах, все на мази. То есть торговля, вот это все, то есть даже вот эти страны евроазиатские, да, которые причем интересно, что Лукашенко как хозяин мероприятия толкает эту тему. И вот в рамках этих мероприятий двухдневный саммит, выходит Путин и отвечает на вопросы. Значит,
Мирный трек будет продолжен после обменов. Вчера вроде как 106 на 106 поменяли очередной обмен. То есть уже даже цифры сказали. То есть цифры не говорили, наверное, чтобы непонятно было, когда закончатся вот эти обмены. И мы готовы после обменов, то есть готовы к переговорам. Но тут же очень интересный момент экономический. Говорит, и Блумберг зацепился, говорит, все, в следующем году будет снижать Путин расходы на оборону. Ну, по крайней мере, решение не принято, но об этом думает, потому что очень серьезный как бы такой накат идеологический, что вот Россия рухнет. Даже Путин говорит, что они сами скоро сдохнут, а нас хоронят постоянно. Кажется, что вот эта экономическая составляющая, да, и экономические претензии из-за войны к Путину, усиленные украинским постоянным хождением и поклонами, там, а давайте санкции, а давайте там еще, а вот репарации, а вот здесь вот давайте ударим, кажется, как-то начало работать, но в какой-то очень извращенной модели. Как бы вы вот все-таки ответили на вопрос, судя из происходящего, да, в мире, ну, экономика может заставить Россию закончить войну? Но мы же видели, сколько 18 пакетов санкций принимается. И на самом деле, скажу вам свои наблюдения, что Россия была готова к противостоянию Западу в экономическом плане лучше, чем военном. Но этому есть как бы логическое объяснение, потому что для того, чтобы армия была готова в военном плане, отвечала всем вызовам, то есть она должна находиться в постоянном тонусе. Такой масштабной войны в Европе не было действительно с 1945 года. И те, кто умеет учиться, те учатся. И мы сейчас это наблюдаем. Это было понятно, что по первым годам войны Россия учится воевать. Так было во всех войнах практически. Кто читает историю, знает, что Россия всегда тяжело начинает и медленно запрягает, да, как говорится, потом быстро едет. И в этой ситуации мы видим. Война – это не только вооруженные силы. Война – это тыл. Война – это способность диверсифицировать экономику. Война – это способность кадровых изменений, то есть не бояться убирать неэффективных людей и ставить на их место людей, которые себя проявили. То есть это способность быть эффективным в кризисе. Кризис – это же не только проблема, кризис – это еще и возможность. И возможность тех людей, которые более способны, которые не могли пробиться к ключевым постам в период застоя, затишья, то есть потому что тогда клановые связи играют большую роль, чем способности человека. Но когда начинаются кризисы, включаются социальные лифты. И как мы видим, что очень большие кадровые изменения произошли в России. Они сумели диверсифицировать экономику и поставить ее на военные рельсы, но не просто. Тяжело государству существовать длительное время в условиях мобилизационной экономики. Это очень большая нагрузка. Но Россия, тем не менее, готовилась к этому и сумела. Сумела и пережить арест огромного количества активов, сумела пережить уход иностранных компаний. То есть они готовились к этому. И, скажем, экономическая война ими выигрывается на сегодняшний момент. Поэтому говорить, что что-то изменится в мире в связи с тем, что там будет продолжаться боевые действия еще какое-то время, но я таких предпосылок не вижу. Нефть на достаточно высокой планке. Замена иностранных производителей произошла успешно. То есть деньги зарабатываются и внутри страны. Запад не смог изолировать Россию. Есть глобальный юг, на который все это тоже прекрасно продается. Идет культурный обмен, идет экономический обмен, идет военный обмен. То есть это не та ситуация, когда ты остаешься один на один, как условно та же Северная Корея, которая тоже изолирована условно, потому что есть Китай, который помогает. Там, и поезд в Россию пошел, да. Да.
Поэтому сейчас в том мире, в котором мы живем, полностью изолировать огромную страну, обладающую ресурсами, являющуюся, скажем так, крупным региональным лидером, практически невозможно. Поэтому это больше хотелки, чем какие-то экономические расчеты, раскладки. Допустим, самой пострадавшей в экономическом плане являются страны Европейского Союза, которые вводят эти санкции, которые в первую очередь бьют по ним самим. Там уже стагнация экономики, там уже благодаря стратегии экономической Трампа крупный бизнес переносит свои производства в Соединенные Штаты. И больше всего им стоит переживать, что война затягивается. Да, там на сегодняшний момент находятся определенные элиты, которые связаны с определенными бизнесами, которые все закрашено идеологической глобалистской повесткой. И по большому счету они не думают о завтрашнем дне своих собственных государств. Они не понимают, что их дни у руля этих государств сочтены. Там крайне низкие рейтинги. Мерц, который понял, что такого низкого рейтинга у канцлера не должно быть, который у него есть с его заявлениями, и он уже четко понял, куда пристроиться. Он уже и за Израиль, и он уже полностью за Трампа, и он вспомнил, что ХДС – это условно правая партия. Он же шел как правый. А нишу на сегодняшний момент заняла АДГ, и которая растет как на дрожжах. И Мерц понял, что его карьера будет яркой, но короткой. Вот. И другие страны тоже понимают о том, что тенденция очень сильно изменилась. Британия уже, несмотря на лейбористское правительство, тоже уже перепрыгнула к Трампу и фактически подтверждает все его слова, действия. Там, даже вопреки общественному мнению, которое за долгое время правления глобалистов там стало ультралевым. Но, тем не менее, посмотрите и там, что происходит. Реформ ЮК, Фараджа, тоже на сегодняшний момент, если были проведены выборы, они бы с большим отрывом выиграли эти выборы. То есть, ничто не остановит идею, время, которое пришло. Да, любит Владимир Александрович. Но на самом деле эта ситуация для него сейчас выглядит не очень хорошо, потому что глобалистская повестка, в которую он встроился, она проигрывает сейчас во всех ключевых местах. Зеленский подписывает бюджетную, это так, предварительный документ, да, декларацию бюджетную, в общем, повышение зарплат военным в 26-28 годах. В принципе, это укладывается в косвенное заявление Зеленского, что войну будут тянуть еще не там полгода, не несколько месяцев, а год, 2, 3. То есть мы видим, скажем, по действиям, опять-таки, это не какой-то, скажем, не какая-то хотелка, это действие государственное, да, человека, который находится на посту президента. Так или иначе, можно с этим спорить. Опять-таки, День Конституции сегодня, и это, наверное, ключевой вопрос. Да, по Конституции гарант или не гарант Зеленский сейчас? Но, тем не менее, получается, что расчеты Зеленского воевать дальше. То есть и долго. Но погодите, там Трамп уже уклончиво отвечает на вопросы о ракетах для патриотов. Британия та же, в которой тоже как бы меняется картина, и которая не лучше экономические свои, имеется в виду люди, население, годы переживает. Она вроде как, вот, судя по визиту к королю, встрече со Стармером, вроде как за продолжение войны. Сейчас вообще куда ни кинь, все, в общем-то, поддерживают Украину. Смотрите, как хорошо встречался, с кем только не встречался Зеленский в Гааге, а потом на Совете Европы. Трибунал даже учредили. Денис, трибунал. Там с вот этими преследованиями российского руководства, вот это все. То есть о чем на кладбище, помните, договорились, когда заехали они во Львов. То есть, получается, у Зеленского есть еще время. Но тут прямое противоречие наступает. У Зеленского есть. А у людей, а у общества, а у украинцев оно есть? Начнем с того, что у Зеленского особенно его нет. Потому что вы сейчас перечислили всю расходную часть. И из того, что вы назвали, нету ни единой точки роста. Куда ресурс?
Все это звучит красиво, но кто будет оплачивать этот банкет? Экономика уничтожена. Такое впечатление, что силовики тут сорвались с цепи, и награбленное таким образом идет, что просто, не знаю даже, какую структуру можно в позитивном плане выделить. Разве что, может быть, как бы это ни звучало, действительно, это единственная структура, которая еще пытается выполнить свои собственные задачи. Все остальное это просто какой-то пир во время чумы. На чем зарабатывать? Для того, чтобы финансировать все эти процессы, войну до 28 года, там, выплату военным, выплатам семьям погибших. То есть там для этого нужны конкретные экономические шаги. То есть это должна быть действительно шоковая терапия. Однако не просто взять и всем все обрезать, а это должна быть стратегия. Этой стратегии нету и некому эту стратегию формировать. Это то, что помогает сейчас Европа и там отдельные страны Европы. Это все паллиатив. Для того, чтобы какое-то время еще продержаться. Нет стратегии выхода на рост. А нет стратегии выхода на рост, это значит падение. Стагнацию мы уже давно прошли, идет падение. Стабильно. Бизнесы, которые еще пытаются работать, уничтожать, их добивают силовики, потому что они понимают, что пир скоро закончится. И государство, по большому счету, им не помогает никак. Люди демотивируются. Имея какие-то бизнесы, платя налоги, они сталкиваются с таким жестким прессом. И жаловаться некому. Всем плевать. Куда пойдете, там у вас еще кусочек вам добавят. До того, что вам сказали на первой стадии. Ну, я не вижу, например, за счет чего это будет финансироваться. Пока был USAID, пока Байден открыл коробочку и там лилось, то есть еще можно было каким-то образом об этом говорить. А когда Трамп занял стратегическую позицию экономии и нерентабельных, скажем, направлений сокращения, и он четко сказал о том, что давайте договаривайтесь, потому что я уже платить за этот банкет не буду. И американские налогоплательщики тоже этот банкет платить не будут. Мы сейчас выходим на сухой остаток, кто остался с чем. Если Россия свою экономику поставила на военные рельсы, диверсифицировала, и они находятся в профите, да, это тяжело, мобилизационная экономика, но тем не менее это стратегический ход. Это стратегия, которая реализована. У нас стратегии нет. Наша стратегия была ходить по миру, получать деньги, и эти деньги здесь оприходовать, не забывая себя любимым. Это не стратегия. Ты фактически полностью зависишь от иностранных лидеров, от иностранной повестки. Сегодня повестка изменилась, соответственно, и денежный водопад закончился. Теперь ты выходишь оглядываешься, что у тебя есть. Ну, даже нечего перечислить. Никаких точек роста, никаких возможностей. Найти где-то посередине какой-то, я не знаю, под Киевом нефтяное месторождение, как где-то там в Саудовской Аравии. Это, наверное, единственный способ будет. И то его еще надо удержать и сделать так, чтобы оно работало на государство, а не по карманам приближенных распихалось. Поэтому хотелки это одно, а экономическая основа это другое. Это экономическая основа или продолжение войны нет. Ну, по поводу месторождений очень... Ну, там же несколько есть Шевченко, да, Шевченкова. И вот захвачено второй литиевый рудник, месторождение. Еще в советские времена открыли. И там сравнивают залежи, потенциально, да, это все опять-таки, это все по советским, да, перекочевавшим, геологическим исследованиям, сопоставимо там с Португалией, да, то есть со всей Португалией сопоставимо месторождение, и вот оно потеряно. Это по поводу этих редкоземельных металлов и вот этой всей стратегии, что, видите, не получилось. Думали, что подписали сделку, и вот в рамках этой сделки вот этот фонд, который создан, он оплатит оружие, там, Патриоты и так далее, и так далее. Но как бы не так сталося, как гадалося. Денис, если мы попробуем понять логику, вот вы так сказали, что силовики как с цепи сорвались, грабь награбленная, перед смертью не надышишься. Слушайте, а правда что-то происходит странное со всеми силовиками? Отношения, например, людей и полиции сейчас,
на ужасающем уровне. То есть, мы видим, что полиция включилась в процесс бусификации, мы видим, как лютует она в принципе, да? Мы видим, как принимаются там идиотские законы о том, что вот смотрите, 20 сколько там тысяч гривен штрафа, если ты открыл в своей машине окно, и там звучит русская песня. Причем там есть блогеры, тиктокеры, они специально врубают, как бы это, идет протест такой, да, какие-то там песни. Причем украинские песни, украинских групп, там старая русскоязычная. То есть начинается какая-то очень нездоровая история. Она уже давно началась и продолжается. Однако отношение гражданина и правоохранителя, полицейского, да, сейчас ведь оставляют желать лучшего. Мы помним, и многие проводят параллели с Януковичем, да, что у него все проблемы начались с Врадиевки. Сейчас это Врадиевка в каждом районном центре, в каждом областном центре, в каждом селе, где фактически с этими полицейскими, то с ТЦКшниками, теперь с полицейскими и дерутся, и женщины, и вот это все. То есть куча мала, они пытаются... это же просто нонсенс. Что говорить, если в Киеве парень снимал видео, говорит, расскажу историю свою. Мне предложили в Телеграме за $2000 сжечь машину. Враги, наверное, или кто, в Телеграме. Но он же честный, сознательный гражданин, написал в этот бот, связались с ним правоохранители, СБУ, полиция, приехали, взяли у него информацию, кто там это писал, а потом забрали его в ТЦК, вручили повестку, и он просто не находит слов, как это матерное выражение одни. То есть мы понимаем, что беда происходит с точки зрения отношения правоохранителя и гражданина. Как ее решить? Начнем сначала, с первых ваших вопросов. Врадиевка – это не причина, это повод. И в тот момент, с 2013 года, уже когда было принято решение глобалистами о вскрытии Украины, консервной банки, запуск процесса протестов, сноса власти, то есть под это были определенные соглашения с украинскими олигархами, которые контролировали определенные СМИ. То есть это был консенсус, и в Радиевке, и другие, не только Врадиевка была, много было эксцессов, которые резко стали. То есть задача была довести людей до состояния полного охреневания. То есть показать о том, что власть настолько аморальна, настолько она, скажем, враждебно настроена к обществу, что ее необходимо сносить. То есть создавался нарратив для протестного настроения. Это все было четко срежиссировано. И я думаю, что эти Врадиевки, они сейчас происходят, не происходят события, которые там происходили и раньше происходили, и будут происходить. Но это было действительно использовано как повод, как флаг для начала процессу по гражданского неповиновения, срежиссированного, и для сноса власти. Власть с обществом не существовали при справедливом социальном договоре. Не было социального договора, который можно было назвать одинаково справедливым. Был определенный набор правил, понятий, можно так сказать. Если касаться периода до Майдана 2014 года, 2013. Потом и этот свод правил, который негласный существовал, его снесли. И стало существовать исключительно право сильного. И это право сильного доминирует и сейчас. А когда ты сильный, зачем тебе заключать с кем-то договор? Ты просто устанавливаешь правила, инструкции. И кто по этим инструкциям не живет, того наказывают. Наказывают через правоохранительные органы. Сейчас добавилось к этому ТЦК, добавились к этому санкции. Это ноу-хау Зеленского. И все, кто идет не в ногу, те получают по голове. Общество должно быть подравнено. Языком, по большому счету, та же самая история. Потому что мы дожили до того, что русский стал языком протеста. И на русском ты можешь разговаривать с теми людьми, которые тебе близки, которым ты доверяешь. Потому что выйти на улицу, в кафе,
и разговаривать на русском, ты сразу чувствуешь на себе осуждающие взгляды. То есть и ты находишься в состоянии перманентного конфликта с окружающими людьми. И только когда люди находятся твоего круга, и украиноязычные причем тоже, ты можешь с ними разговаривать на русском, они с тобой будут разговаривать на украинском. Ты можешь с ними разговаривать на каком угодно языке, это близкий круг. Но самое главное, что разговаривая на русском языке, на своем родном языке, ты не чувствуешь угрозы. В обществе созданы все условия для того, чтобы человек, который разговаривает на русском языке, чувствовал себя неуютно, что он находился в состоянии конфликта с окружающим миром. И здесь вопрос не просто нарративов, что тяжело разговаривать на украинском. Нет, не тяжело. Не тяжело. Я работал в государственной структуре, в которой был официальный единственный язык украинский. И большую часть времени, получается, в сутках я, находясь в русскоязычном регионе, разговаривал на украинском языке. Вел процессы на украинском языке. Это не было сложно. И переход потом одновременно на русский тоже не создавал никаких проблем. Вопрос в том, что тебя одновременно заставляют принимать свою точку зрения, с которой ты не согласен. То есть тебя сразу отделяют в определенный вольер. Иди к нам в вольер. Тут спокойно, тут ты можешь чувствовать себя благополучно, тут тебе не прилетит от государства. Иди к нам. Завтра, я уже не знаю, скажут о том, что наши ценности – это ценности ЛГБТ. К этому так серьезно шел мир последние десятилетия. И вообще, что это древняя украинская традиция, и ты для того, чтобы стать настоящим пересечным, ты должен пройти стадию инициации, да? И что ты скажешь? А язык – это всего лишь форма. Это форма коммуникации. Но поддавшись на чужое давление, поддавшись на диктат сбоку, со стороны общества и государства, ты фактически открываешь окно Овертона, и следующий шаг может быть что угодно, включая эту пресловутую инициацию. И тебе нечем будет крыть. Ты уже раз уступив своим принципам, своим убеждениям, поддавшись на давление, тебя уже дальше будут давить до последнего. И самое логичное, что да, кто перешел в этот вольер, вы не имеете права избегать бусификации. Вы не имеете права говорить о том, что вы не будете воевать. Вы четко стали в эту позицию, вы морально с этим согласились, и это морально ваш лагерь. А ваш лагерь воюет. Вы не можете говорить о том, что я щирый украинец, я за продолжение войны до границ 91 года, но при этом самому не воевать. В этом есть диссонанс. Это пресловутое оруэллское двоемыслие. И это, кстати, одна из форм шизофрении. Когда у человека в голове уживаются одновременно противоположные мысли, и он не считает, что это диссонанс. Понимаете, по поводу русского языка, там скандал разгорелся. Это же тоже, понимаете, это накладывается на такой маркетинг, такой рогульский маркетинг. Киевское издательство «Сенс» опубликовало, говорит, смотрите, Конституции вам будем дарить. Приходите. А у них вообще там такое позиционирование, твоя русофобская, книжная, да, полка. То есть приходи, покупай, все. Приходишь к ним, покупаешь книжку, они тебе дарят Конституцию. А там в этой Конституции, если полистать, 10 статья, там, где упоминается русский язык, да, как защита, да, русского языка, там так красным перечеркнуто. И они это выставляют и говорят, смотрите. То есть это не просто кто-то нашел, что они это дарят с вычеркнутой статьей 10. Они на этом делают как бизнес, маркетинг. И то, что является, давайте так, да, если ты сожжешь флаг Украины, да, на территории Украины, или чего-то зарисуешь, это преследование. Это нельзя этого делать. Герб, флаг, конституция. А они на этом, делают ход из этого. И это теперь не является как принцип осуждения. Да? Это является как предмет для дискуссии. Ой, а давайте поговорим. А можем мы печатать Конституцию Украины, а статью 10 красным так раз и перечеркивать. И, понятное дело, что в праздник это звучит особенно кощунственно. Это сродни тому примеру, который вы привели по поводу «давайте ЛГБТ» и давняя казацкая традиция. Ты ж настоящий казак, ты ж мужчина, давай, украинец.
И человек вот это как бы гривой кивает, хвост поджав и идет, получается, на вот это заклание. То есть идет против каких-то основополагающих принципов. То есть у нас печатают Конституцию, дарят ее бесплатно ко дню Конституцию с зачеркнутой статьей. О чем тогда этот праздник? Ну, вы же знаете, как человек, владеющий свободно украинским и русским, как переводится слово «сенс». Это смысл. Вот действительно, это очень символично, что вот такой сейчас сенс, такой сейчас смысл сегодняшней Украины. Смысл государственной идеи, которая навязывается и обществу. То есть зачеркнуть Конституцию. Все, что не нравится, зачеркнуть. Не соблюдать, не дискутировать об изменении, не доказывать правильность своей позиции. Зачеркнуть. Просто вычеркнуть. Нет, ее не существует. Я в домике. Зачеркнул, не существует. И эта тенденция, она охватывает все сферы общества. Вот я привел вам пример. Кто не с нами, тот против нас. Кто разговаривает на русском, он не часть этого государства. Кто не бежит в военкомат, тот не часть этого государства. Кто критикует власть, тот враг и тому санкции. Кто пытается донести альтернативную мысль, понимая о том, что у нас не все хорошо. Вот по сравнению с 2013 годом у нас сильно не все хорошо. Тогда были вопросы. Но тогда это можно было решать вопросом дискуссии, еще переустройства. А сейчас уже нет. И таким образом государство выстроило четкую дилемму для людей. Или ты идешь в ногу и поддерживаешь это все, тогда ты становишься как бы нашим человеком. И ты разделяешь все, что мы говорим. И даже если с этим ты не согласен, то ты не можешь быть с этим не согласен, потому что права у тебя такого нет. Конституция уже не работает. А те, кто против, все это враги государства. То есть большой пласт людей государство берет просто и отсеивает. И это как бы для нормальных государствообразующих процессов очень плохо. Потому что вы не просто потеряли население, которое выехало, погибло, вы еще и отсеиваете тех людей, огромный пласт, которые находятся внутри страны, которые тоже, возможно, выехали бы, но вы им выехали. О каком тогда можно говорить гражданском мире? О каких можно говорить смыслах? Если государство в своих собственных смыслах провоцирует разделение, отмену Конституции, ее несоблюдение. И государство руками вот этих вот, скажем, сенсов демонстрирует свое неуважение к Конституции, действующей статьи. Денис, о чем нам говорит история правозащитницы Елены Бережной, которая вышла из СИЗО? Годы борьбы, вот это вот ее письмо, которое там Небензя зачитывал, да, в 22 году. Ну, у нее были и до этого там серьезные, скажем так, да, накаты со стороны нациков, со стороны вот этих радикалов и проблемы в том числе и с законом, но она, то есть, выходит на свободу, там опирается на решение ЕСПЧ, там у нее залог, по-моему, и говорит, что продолжит борьбу. Есть перспективы? Или это уже просто, ну, не знаю, даже в этой системе уже просто махнули рукой и, решили как бы не добивать человека в застенках после инсульта? Вероятно, что добить хотели. И то, что человек оказался на свободе, это подчеркивает действительно ее стойкость внутреннюю. Человек не изменил своим убеждениям. И сломить его не удалось. И это очень, скажем, мотивирует других людей, которые остались верны своим убеждениям. То же самое, вот как по Ломаченко, хейт идет, всякие недоделанные, которые сделали себе пиар на войне, не сделав реально ничего, все время за счет чужих людей, не забывая себе, любимому отложить в кармашку этих всех заходов. Вот.
И эти люди выдержали, несмотря на такое давление, несмотря на постоянный хейт. Вот у Усика был выбор тоже. Они же близкие были по высказываниям, по убеждениям с Ломаченко. Усик свой выбор сделал, Ломаченко свой выбор сделал. И вы дальше относитесь к каждой к их выбору, как к их праву. Но оцениваете, тот вам нравится или другой. Кто-то своим убеждениям остался верен, кто-то решил пойти навстречу конъюнктуре, которую ему наверняка предложили. И теперь кто-то заканчивает карьеру, и ему вслед несется хейт, а кто-то является национальным героем по всем национальным каналам и национальной гордостью. Другое дело, чего это стоит, и насколько такая слава, не спортивная слава, а именно общественная слава, насколько она долговечна. И не затмит ли вот эта вот слава твою славу чемпиона, которого он, безусловно, достоин. Каждый делает сам свой выбор. И последствия несет вот так же. И наверняка тот, кто способен такой выбор сделать, понимает, что это выбор не столько права, сколько выбор ответственности. Такой не очень приятный выбор, но тем не менее. Ну, просто эта история показывает, что что-то еще, остатки чего-то еще работает в Украине в плане судебной системы, я имею в виду Бережную, ну, что не совсем все убито и выжжено, то есть есть надежда. Я думаю, что здесь сработало несколько факторов. Прежде всего, что человек не сломался. Второе, что наверняка тенденция изменилась. Что то, что можно было власти исполнять в 22-м, 23-м, даже в 24-м году, в 25-м, после того, как Трамп пришел к власти, изменилась общая повестка, уже так не получается. С учетом того, что сейчас идет тоже процесс серьезный в Европе, которая раньше все эти процессы судебные в Украине предпочитала не замечать, а Европейский суд откладывал это в самый дальний ящик, вроде как структура и, с одной стороны, направленная на справедливость, и рано или поздно эта справедливость приходит, только по одним делам это происходит очень быстро, если ты находишься в тренде глобалистской повестки. По другим делам тебе по 5-8 лет стоит ожидать решения. То есть мы тоже под другим углом немножко взглянули на этот суд, на Европейский суд по правам человека, что это не те розовые пони, которые нам казалось все это время. В завершение о войне Стырский храбрится, говорит, в Сумской области всех остановили, все нормально. На Покровском направлении 111 тысяч человек, самая крупная группировка. В общем, там быть беде. В районе Угледара тоже вот видимо, был анонс, но сказали «цыц», и поэтому не открыли там карты за сутки. Может, сегодня на протяжении дня откроют, может, уже с понедельника. Сейчас ресурс Deep State, ну, этих наблюдателей за фронтом, те, за которыми, в принципе, можно следить, не боясь, что тебя подвергнут какой-то обструкции или там обвинят, что ты какой-то вражина. То есть, ну, вот этот плюс-минус считающийся объективным, но очень опаздывающий ресурс, потому что если там сравнивать с официальными заявлениями Минобороны или сообщениями военкоров российской стороны, то мы понимаем, что Deep State догоняет. Ну, в плане там новостей по поводу населенных пунктов, куда зашли, там вокруг Купянска образовывается такое полукольцо, ситуация в Угледарском направлении сыпется. Они сделали анонс, что Deep State, что вот скоро мы увидим другую карту. Причем активизация пошла и на Запорожском направлении. Сегодня очень интересный эпизод произошел. До Днепра долетел КАП. А все же начали голову ломать, а как он смог долететь? То есть до Днепра там приличное расстояние, практически до Днепра, пригород Днепра. То есть все начали с циркулем, линейкой смотреть на карту боевых действий, примерно понимая, что тут линия фронта, где-то здесь рядом ПВО, поэтому там особо самолеты не залетают на украинскую территорию, или ПВО нет, и что не залетают. В общем, пришли к выводу, что это какая-то новая разработка КАБов, не просто с крылышками, а еще и с реактивным ускорителем. Ну, то есть вот так.
Ну, как бы, ну, а ждут официальных каких-то версий. Наверное, соберут обломки этого каба, увидят. Война двигается на Запад. Но такое ощущение, что Зеленский, он не то что, ну, он прячет голову в песок. Все нормально. По вашему ощущению, просто, ну вот, Зеленский, который там сегодня принимает Дуду, награждает его орденом свободы, да, то есть там встреча, в общем, Дуда ж уже все, в августе он сдает пост, и поэтому приехал попрощаться, видимо. Дуда, который вот сложные же отношения с поляками, да, и замена президента и так далее, но тем не менее ему напоследок орден, и Зеленский вот это вот пытается, скажем, жить другой картиной. А фронт идет на Запад. То есть та точка, на ваш взгляд, ну, что должно произойти, чтобы, ну, в общем, выдернуть Зеленского из этой теплой ванной? Или это уже абсолютно не пересекающиеся две параллельные линии, да, то есть, ну, там, фронт и вот эта вот деятельность Зеленского. И там хоть Харьков возьмут, хоть Сумы возьмут, хоть к Днепру подойдут, хоть Запорожье под боком будет. Это уже не повлияет никак непосредственно. Он соберет ставку, скажет, мы все обсудили, будем бить по Москве беспилотниками. Особенность авторитарного и тоталитарного государства как раз существование параллельных реальностей. Одна реальность существует на едином марафоне, другая существует на улице, на земле, на фронте. И Зеленский, в принципе, как человек, который формировался как индивидуум, находящий на сцене. И сцена – это всегда параллельная реальность. И в этой параллельной реальности он успешен. В этой параллельной реальности его любит Дуда, его любит Макрон, и его приглашают в ЕС. Он является по социологическим вопросам КМИС лидером возможных будущих выборов. А та реальность, которая существует на Земле, она совершенно... И это для любого человека психологически тяжело. Вынырнуть из той реальности, где ты молодец, в той реальности, где ты не молодец. И все. Конечно, он будет тянуть до последнего, пока эта новая реальность, реальная реальность, постучит ему прямо вот в дверь. Тогда, конечно, будет болезненно этот переход. Ну, пока не стучит. Вопрос времени. Мы не видим, я лично не вижу каких-нибудь предпосылок к изменению ситуации. Нет стратегии выхода из кризиса. Нет даже желания сформировать такую стратегию. Есть желание затянуть то, что происходит, насколько возможно. А это не стратегия. Во всяком случае, не стратегия выживания. Денис Неведомский был моим собеседником сегодня. Я благодарю вас за время и мысли. Спасибо, Александр. Всего доброго, друзья. Спасибо, что посмотрели это видео. Напишите, что думаете в комментариях. Поставьте лайк, не забудьте. Подписывайтесь. Добра и света. Ну и с Днем Конституции.